Значит, поход двухдневный на гору Четвердак, на Эклизе Бурун. Хотим заночевать наверху. Поднимаемся от села Мраморное по дороге и идем. Первая наша точка — это гора Любка. Это будет уже 900 метров. Начнется плато Четвердага. Путь проходит мимо карьера Мраморный. Этот карьерчик был еще лет 10 назад вообще непримечательный, маленький, а сейчас в связи со строительством огромного количества дорог и заливанием в асфальт всего, чего надо и не надо, карьер расширился чуть не в 2 раза. Вот хорошо видно, во что обходятся асфальтные дороги, насколько приходится уничтожать природу. Все выкопано, запылено, раскатано машинами. Такая вот безрадостная картина. Поднимаемся мы, как обычно, вдвоем вместе с Наташечкой. Набрали огромную кучу вещей. Это что-то непредставимое, блин. Конечно, на один день можно было взять, ну, значительно меньше. Во-первых, можно было взять маленькую трекинговую палатку. Мы взяли хорошую, лагерную, которая весит 4,5 килограмма. На каждого по 3 литра воды, так как ни на плато, ни на самом Четвердаге нигде воды у нас не предвидится. Но взято столько вещей специально. Мы проверяем, насколько наши организмы за зиму вышли из нормы, протряхиваем снаряжение и готовимся к нашему большому путешествию по Кавказу. Подъем достаточно крутой, поэтому отдыхаем каждые 15 минут. Я так чувствую, что воды мы взяли впритык. Все 6 литров за 2 дня таки выдуем. Потому что очень жарко. Утром, когда начинали подъем, в тени было 26. Сейчас еще немножко замечательных кадров карьера. Такое разумное природопользование. Ну вот, сейчас отдохнем и пойдем вот прямо. Сейчас сначала пойдем по дороге по столбам. И там дальше будет ответвление вправо. Идем мы на эту вот гору Любка. Она вот выглядывает как плешь посреди леса. Ее достаточно отчетливо видно. Так, мы подошли поближе. Вот это вот плешивая гора Любка, на которую надо залезть. Таким маршрутом ходить не пробовали, и он выглядит достаточно сложным для подъема. Нет, конечно, с одной стороны ничего сложного, но 20-килограммовые рюкзаки, как обычно, накладывают свой отпечаток на полет фантазии. И камера ни хрена не передает, насколько здесь придется карабкаться вверх. Но поверьте, здесь практически будет ответственный подъем. Попробуем. Как и следовало ожидать, ответственный скальник, несмотря на небольшую протяженность, прошелся очень тяжело благодаря рюкзаку. Вот забрались наверх. Наташечка вот медленно, но верно приобретает, включает второе дыхание. Мы поднялись на плато Четвердага. Это высота примерно 900 метров. Вершина Эклизи это 1424. То есть по высоте мы уже больше половины набрали. Сейчас будет где-то 6 километров практически по плато. Нет, сейчас у нас будет обед. Подкрепившись, мы выдвинулись дальше. Вот я догоняю Наташечку, которая после обеда припустила рысцой. И сейчас мы направляемся в сторону так называемой Барсучей поляны. Почему Барсучей? Ну, непонятно. Говорят, там когда-то кто-то однажды с пьяну повстречал барсука вроде бы как в 60-х, а может быть 70-х годах. Но это не точно. Да, обед мы не снимали. Снимать было нечего. Вареные вкрутую яйца
с огурцами, запитые минералкой, они совершенно... Это не красная рыба, как на сплавах снимают, там не шашлыки, да, даже не консерва, блин. Лучше этого не видеть. Все ближе и ближе подходим к основанию клизи Буруна. Там еще предстоит 200-метровый рывок по вертикали. Но до него еще, наверное, с километр с лишним еще. Выпили уже 3 литра воды. Больше расчетного, потому что все солнце палит немилосердно. Тучки ходят вокруг, но совершенно не дают тени. Ну, хоть и выпили больше расхода, но зато вроде как идти легче. Хотя уже, наверное, не скажешь по рюкзакам, блин. Когда 6-й час идешь, что-то рюкзак легче не кажется совершенно. Что-то тут не так. Вот, сосна примечательная, вся изломанная, но тем не менее все еще живая. Мне раньше села табличка 1200 метров. Всегда перед началом подъема на эклизе здесь все обязательно отдыхали. Мы тоже начинаем подъем, наконец. Последний рывок на сегодня. Нам нужно еще набрать где-то 250 метров. Вот. На GoPro весь рельеф кажется весьма плоским. Она его... Понятно, это экшн-камера. Она не предназначена для каких-то живописных ландшафтных съемок. Здесь, конечно, не видно, насколько это все представляет трудность для подъема с весом в рюкзачке. Так, все, следующий сеанс связи будет на вершине. Забрались, отдышались и наслаждаемся теперь видами. Вот только вот сердце и дыхание пришли в норму. Красиво. Наталья Михайловна, что бы вы могли сказать нашим дорогим товарищам радиослушателям, а также телезрителям? Или уже ничего не можете сказать? Я очень рада, что Спасибо. оказалась в горах. Спасибо за ваш развернутый, прекрасный литературный ответ. Второй день нашего путешествия. Мы отлично выспались, покушали. И вот думаю теперь как бы возвращаться обратно. Ночевали в прекрасном месте, чуть позже покажу. На завтрак у нас была овсяная каша с сухим молоком, очень питательная. Вот. Вода у нас уже на исходе, выдули 6 литров неожиданно. Это вообще основная проблема похода вот в Крымских горах. Здесь нет никаких источников воды, надо тащить все на себе. Мы взяли по 3 литра, и, судя по всему, этого мало. Надо еще было, надо по 4 литра на себе тащить. Но это плюс к общему весу снаряжения, это уже, конечно, совершенно, блин, некомфортно получается. Ночевали вот в таком красивейшем месте. На Яйле Чатардага. Косули разные бегали. Снять не получилось. Потому что GoPro она широкоугольная. И косуля там выглядит как какой-то муравей, который пробегает где-то вдали. Ничего не понятно. Вот, ночевали примерно так. Палатка, конечно, тяжела в переносе, но очень хороша в эксплуатации. Вот сюда есть тамбурчик. Сюда можно запрятать все вещи. Тогда они остаются в целости, сохранности, а самое главное, сухости, конденсат не выпадает.
И вот палатка достаточно свободная, внутреннее отделение. Вдвоем здесь спать вообще просто царская ложа. А как-то даже пробовали и втроем. И вот с этой стороны, если посмотреть, есть еще один отсек. Сюда тоже можно прятать какие-то вещи, обувь, одежку разложить, рюкзачки. И все это будет в теньке и защищено от конденсата, влаги и дождя, если пойдет. Для приготовления еды использовали такую щепочницу. Потому что дров тут вообще никаких нету на плато. Здесь можно так чуть-чуть каких-то сухих веток можжевельника найти. Зачем-то я тащил с собой топор. Лишние 300 грамм. Ну, ничего страшного, по привычке, видимо. Вскипятили воду, запарили овсянку, высыпали сухое молочко. Все это съели, заварили кофе. И сейчас новыми силами попытаемся вернуться обратно. А сейчас просто немножко без слов и без комментариев. Ну, совсем без комментариев, конечно, нельзя. Вот это вот то, что мы сейчас видим, это как раз вершина Четвердага и Клизи-Буру. А вот это вот Наташечка сидит. Правда, она к нам сейчас спиной. Как должен выглядеть настоящий турист? Сейчас мы обойдем Дашечку кругом. Внимательно смотрим, что у нее и где прикручено, привязано, пристегнуто, воткнуто и закреплено прочими способами. Берите пример. Немного видов от первого лица. Знаменитые четвердагские можжевеловые заросли. Красота. То, что от них еще осталось. Очень много раскатано в результате разрешенных джип-туров.
увлечение квадроциклами, мотоциклами, которые просто эти кусты разбивают. Все это сходит на нет. Но даже то, что осталось, вызывает просто восхищение. Запах не передается, конечно, на GoPro. Но когда идешь по солнцу, то стоит густой можжевеловый аромат. Очень приятно. А это известная туристическая стоянка Буковая поляна. Огромные буки. Их даже видно, они выделяются на фоне леса, когда с вершины смотришь. Здесь всегда тень в самую даже жаркую погоду. И вот сразу заметно, что хорошее место пусто не бывает. Все уже оборудовано туристами. Ну, единственный недостаток, как и на всем Читтардаге, это отсутствие воды. Воды тут вообще нигде нет. Носите все с собой. Надо сюда приехать осенью и снять, как здесь красиво, когда все засыпано золотыми буковыми листьями. Обратно мы решили ничего не придумывать и вернуться ровно тем же самым путем, как сюда и пришли. Пойдем в этом направлении. Я выйдем на Барсучью поляну. Потом залезем опять на эту любку. Как-нибудь с нее спрыгнем там, где скальник. Ну и дальше уже там вдоль карьера и на Мраморное. Кто-то вот оленей череп прикрутил. Ну, не знаю, красиво ли это. По-моему, вот этот вот, например, кустик можжевельника с проросшим сквозь него желтым горошком, ну вот он выглядит вообще как специально. Как кто-то долго думал, садил, обрезал, окучивал, и вот такая получилась красота. Наш тренировочный маршрут начинается в селе Мраморное. Село Мраморное — это бывший Биюк Еникой, что переводится как «большая новая деревня». Ну, слово Еникой выговаривать сложно, и поэтому на русском быстро это превратилось в Янкой, а потом и в Джанкой. На старых картах Мраморное обозначается именно как Биюк Джанкой. Из Мраморного мы по трассе двигаемся к карьеру. Здесь его обходим. Вот, двигаемся по дороге, где линия электропередач. На этой точке мы сворачиваем направо и переходим к горе Любка. Здесь хорошо видно скальник, на который надо было залезть с рюкзаками. После этого препятствия уже двигаемся спокойно по плато Читтардага. Выходим на Барсучью поляну и дальше идем вдоль обрыва. В сторону вершины Клизибурун. Вот в этой точке примерно сосна находится, 1200 метров. Дальше начинается подъем, все круче и круче. Здесь, где начинается посадка, подъем становится совсем крутым, и уже
идет в таком крутом варианте до самого верха. Вышли на верхнее плато. На Эклизе Бурун не пошли. Вот вместо этого сделали такой круг. Вышли на южную сторону плато, чтобы посмотреть на море. Но там не остались ничего, это как был сильный ветер, и вернулись вот сюда и расположились вот в этой небольшой карстовой вороночке. Обратно возвращались ровно таким же путем, ничего не придумывали. По плато, через Басучью поляну и вышли опять в Мраморное. Маршрут, надо сказать, не оптимальный, это именно тренировочный маршрут, так как мы хотели проверить свои силы и снаряжение перед походом на Большой Тхач.